Это последняя часть вязания вот такого малыша. В данной части мы свяжем голову. В этом видео я буду полностью вязать голову телесным цветом, но если вы хотите вывязать область волос другим цветом, как, например, у меня у вот этой куклы, то на моем сайте в теме с вязанием Антонио есть описание того, где и как необходимо менять цвет. И мастер-класс по вязанию самих кудряшек также будет доступен. Перед началом вязания необходимо отрезать от пряжи примерно сантиметров 15 и оставляем этот отрезок. Он нам пригодится примерно по середине вязания головы. Откладываем в сторону и начинаем вязать голову. Для начала свяжем шапочку на шарнир, сверху который будет одеваться, и уже на основе нее будем вязать голову, чтобы потом голова крутилась на этом шарнире. Кончик оставляем небольшой и провязываем по описанию 6 столбиков кольцо амигуруми, 6 прибавок, 12 прибавок и 4 ряда по 24 столбика. Здесь с этой стороны должны получиться лицевые петли, а внутри изнаночные. Вот так вот будет эта шапочка одеваться сверху. И дальше вяжем ряды уже с надетой этой шапкой. 8 ряд провязываем убавку. Убавку я буду делать здесь обычную, потому что, во-первых, мне здесь так удобнее, во-вторых, все равно это будет находиться внутри головы и будет не видно. Убавка и 2 столбика без накида. 1 и 2. И так повторяем по кругу, итого 6 раз, убавка и 2 столбика. И здесь мы закончим. В ряду будет 18 столбиков и 9 ряд. Также делаем убавку и уже 11 столбик. И повторяем 6 раз. И вязание должно как раз получиться вот в этом месте, где у нас было расширение перед шарниром. Вот, полностью закрылся шарнир этой шапочкой. И теперь поверните шарнир, чтобы конец ряда был посередине передней части тела. И начинаем здесь вязать уже голову. Первый ряд провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Со второй петли от цепочки 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вот у нас получилось начало будущего подбородка. Довязываем ряд по вот этой части. Здесь будем вязать только за одни петли, вот эти, которые находятся к нам ближе. Первую петлю вяжем столбик и затем прибавка столбик 5 раз. Итого мы провяжем 11 петель и вот здесь закончим вот в этой петле. Вот эта петля, из которой выходит цепочка, мы ее не провязываем, мы ее пропускаем и начинаем вязать второй ряд головы. Вот здесь у нас по этой стороне цепочки осталось 3 петли. Вот с них начинаем вязать в первую петлю цепочки
прибавка. Здесь подтянуть нужно нитку, чтобы там не образовалось отверстие. Во вторую петлю столбик. В третью петлю снова прибавка. Раз столбик и два столбик. И у нас есть еще четвертая петля цепочки. Она вот здесь с краю находится. Ее, может быть, плохо видно из-за только что связанной прибавки, но ее нужно найти. И в нее нужно провязать 3 столбика. И потом переходим на вот эти петли, их уже хорошо видно. Прибавка, столбик, прибавка. Прибавка, столбик, прибавка по голове. Здесь уже за обе петли вяжем 10 столбиков. И последние 3 петли прибавка, столбик и прибавка. В конце ряда получится 33 петли. Вот так уже выглядит будущий подбородок. И вокруг идет начало головы. Здесь рекомендую начать использовать ниточку в качестве конца ряда. Легко сбиться. И в каждом ряду проверяйте количество петель. В следующем ряду прибавка, 2 столбика, прибавка. По передней части 5 столбиков, прибавка, 2 столбика, прибавка. И по кругу 20 столбиков без изменения. Вот здесь будет снова конец. Итого 37 столбиков в ряду. И еще один ряд просто без изменений, 37 столбиков. Расширяется потихоньку подбородок. Далее провязываем 17 столбиков вот до сюда. И увеличиваем заднюю часть. 2 столбика, прибавка, 2 столбика. Повторить 4 раза. В ряду должно получиться 41 петля. Теперь нужно вот эту переднюю часть, будущий подбородок, хорошо расправить. Покрутить при необходимости, чтобы подбородок смотрел строго по центру. И отсчитываем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующая петля, 9, должна быть по центру. У меня вот она, 9 петля. Но она у меня явно не по центру следующая. Значит, у меня получилось смещение, и я, прежде чем вязать этот ряд, провяжу один дополнительный столбик. Перекидываю ниточку конца ряда после этого столбика смещения. В следующем ряду первую петлю прибавку, семь столбиков без накида, 1, 2, 3,
4, 5, 6 и 7. И за одну стенку, за внешнюю, вот эту, провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2 и 3. Это мы связали нижнюю губу. И вот здесь должна остаться еще одна стенка. И довязываем ряд по симметрии 7 столбиков прибавка. И по задней части по описанию 2 столбика прибавка 3 раза, 6 петель сзади, прибавка 2 столбика, повторить 3 раза. И вот здесь мы должны закончить. В ряду будет 51 петля. И в следующем ряду провязываем 9 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь находим вот эти 3 столбика, которые мы привязывали в одну петлю. Их мы не трогаем, а провязываем столбик вот в эту петлю, которая у нас оставалась от 5-го ряда. Находим оставшуюся стенку, вот она, и в нее провязываем столбик без накида. Подтягиваем здесь ниточку. Пропускаем эти 3 петли. И дальше вяжем столбики. Довязываем ряд до конца. Итого 39 столбиков. В ряду будет 49 петель. И еще один ряд провязываем полностью столбики, 49 штук. Вот так уже будет выглядеть ротик, нижняя губа. В следующем ряду провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков без накида за обе стенки. И вот эти 3 петли провязываем за одну стенку, за внутреннюю. 3 внешние остаются свободные. И после этого за обе стенки уже довязываем 38 петель. Итого в ряду без изменений 49 петель. Вот они, 3 петельки остаются с внешней стороны лица. Перекидываем нитку конца ряда. И в этом ряду вяжем нос. Провязываем 9 столбиков. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Следующую петлю вяжем нос только за одну стенку, за внешнюю, вот за эту. Провязываем столбик без накида, делаем накид в ту же петлю, полустолбик с накидом, снова делаем накид, еще один полустолбик с накидом, и еще в ту же петлю столбик без накида. Так. И начиная со следующей свободной петли довязываем до конца 39 столбиков, итого в ряду 52 петли. Вот так уже будет выглядеть. Здесь у нас кончик носа, здесь нижняя губа. Расправьте снова вязание. Нос должен находиться над губой, по центру лица, и то, и другое. И вот здесь у нас оставшиеся 3 петли. Сейчас в них будем вязать вторую губу верхнюю. Переворачиваем вверх головой и вводим крючок вот в эту петельку крайнюю. Берем нить, которую мы оставляли в начале вязания, и присоединяем ее воздушной петлей. Кончик придерживайте при этом. Снова вводим крючок в ту же петлю. И провязываем столбик без накида. Вводим крючок в следующую петлю, среднюю. И провязываем столбик без накида. И вводим крючок в третью петлю. Провязываем столбик без накида. Снова вводим туда же крючок. И провязываем воздушную петлю. И нить вытягиваем. Вот получается верхняя губа. Здесь хорошенько затягиваем оставшийся кончик, последнюю петлю. Здесь получается большое расстояние между губами. Надо его немного уменьшить, поэтому ищем здесь петлю, где кончается третья петля, и спускаемся на один ряд вниз. И вот в эту петлю нужно изнутри ввести крючок. И выводим вот этот оставшийся кончик внутрь головы.
Подтягиваем. И вот этот уголок немного опускается вниз к нижней губе. И с этой стороны аналогично нужно найти петлю, где начинается первая петля, и на один ряд вниз спускаемся, вводим крючок изнутри в эту петлю, захватываем нить и выводим внутрь, подтягиваем, и вот эту губу принудительно опускаем вниз. Вот так получается рот. И вот эти кончики внутри нужно завязать в узел. Еще раз предварительно хорошо затянув нити на 2 узелка я завязываю. И кончики прячу внутрь. Все, ротик готов. Губу вот так направляем вниз, оставляем в таком положении. И продолжаем вязать дальше голову. Нам остается довязать нос, сделать область глаз, лоб и закончить вязание. В следующем ряду провязываем 2 столбика убавку из 2 следующих петель, столбик убавка, 8 столбиков по передней части и симметрично убавка столбик, убавка 2 столбика и до конца 30 столбиков без накида. Итого в ряду будет 48 петель. В следующем ряду провязываем убавка, я делаю опять невидимую, и 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. И следующие 4 петли это те петли, которые мы увеличивали для носа, в одну петлю вязали, и их нужно убавить. Делаем 2 убавки, чтобы сузить нос. Убавки невидимые лучше. 1 и 2. И начиная со следующей свободной петли провязываем 5 столбиков без накида. Я провяжу 2, чтобы показать, как получается нос. И так далее. 3, 4, 5, убавка и 30 петель до конца. Расправим немного.
Вот уже получается нос. Он у меня из-за смещения чуть-чуть сдвигается влево. Я его поправлю. Вот так должно выглядеть лицо. В следующем ряду сужаем вот в этом месте, где у нас 2 убавки, делаем еще одну. Остальные петли провязываем без изменений. Будет 6, убавка и 36 до конца в ряду 43 петли. И следующую петлю делаем наоборот. В этом месте делаем прибавку. 6, прибавка и 36 до конца. Снова станет 44 петли. И нам остается немного расширить область лба и довязать до конца, предварительно набив голову. В следующем ряду столбик, прибавка, 2 столбика, прибавка, 4 петли по передней части, прибавка, 2 столбика, прибавка, столбик и 30 петель до конца. Получится 48 петель и еще 4 ряда вяжем по 48. Получится таким образом лоб. После набивки голова потом расширится и будет выглядеть нормально. Дальше начинаем сужать отверстие. В следующем ряду провязываем 21 столбик, а сзади делаем 6 убавок. Затем 2 ряда по 42. Затем 3 ряда в каждом делаем по 6 убавок по описанию до 24 петель в ряду и 1 ряд 24 столбика. Здесь уже можно убрать ниточку конца ряда, она больше не нужна. И будем набивать голову. Здесь я расправлю подбородок. Набиваем сначала область нижнюю подбородка, так чтобы она вот здесь стала плоской. И расширяем щеки. Плотно нужно набить. Добавляем наполнитель сначала в подбородок. Можно использовать деревянную палочку. Постарайтесь расправить подбородок так, чтобы он был симметричный. И плотно уложить наполнитель. У меня голова большая, поэтому я прямо пальцем могу набить. У маленькой куклы так не получается. Только деревянной палочкой. Расправляем щеки и всю переднюю часть лица, нижнюю. И набиваем щеки. Максимально плотно. Здесь должно сильно довольно расшириться. И с другой стороны тоже добавляю наполнитель и добиваюсь симметричности, что когда вы смотрите на лицо прямо, справа и слева должно быть одинаково. Здесь у меня все равно не расправился подбородок. Я буду еще поправлять его при помощи палочки. Эта пряжа довольно такая твердая.
у меня образовалась складочка. Вот, все расправила. После того, как щеки тоже набьете, на задней части нужно примерно, начиная с третьего ряда, набить плотно, постараться туда максимально далеко просунуть наполнитель. Дальше набиваете постепенно. Вверх в районе глаз нужно не сильно набить. И лоб набиваете, и сзади тоже набиваете полностью до верха. И все время смотрите, чтобы соблюдалась симметрия. Примерно вот так набиваю. Вот распрямилось уже лицо. Оформились линии головы. Видны губы, нос, область глаз, лба. И после этого сужаем отверстие. По схеме довяжите до 6 петель и нитку закрепляем и прячем, предварительно добавляем наполнитель. И нам останется связать уши. Вот так должна выглядеть голова. Проверьте, что она крутится, и немного растяните шею, потому что голова могла опуститься немного вниз. И осталось в этом видео связать уши от края губы верхней. Отсчитываем 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот в эту петлю вводим крючок. Можно поближе сделать, повыше, пониже. Здесь по вашему желанию. Крепим нить. И вяжем воздушную петлю. Вставляем крючок в ту петлю, откуда он вышел. И выводим следующую петлю. И провязываем столбик. Кончик я тут закрепляю. Поворачиваем вязание вверх. Вводим крючок опять в ту же петлю, выводим на одну петлю наверх. Провязываем столбик. И еще таким же образом 2 столбика наверх. Затем выводим вот так наискосок, вверх и вбок. Провязываем столбик. И последний столбик наоборот выводим крючок наискосок, но вниз и вбок. И провязываем последний столбик. Можно так оставить ухо, можно связать второй ряд. Через петлю подъема в каждый столбик провязать еще столбики. Просто уши получится побольше. 2. 3.
4, 5, 6. Здесь я делаю воздушную петлю для закрепления, отрезаю кончик и прячу его в ту петлю, в которой у нас изначально был введен крючок, а второй кончик просто в голову. И по аналогии отсчитываю от этого края губы 12 столбиков и вяжу ухо по симметрии с первым. Вот так должно выглядеть тело в результате нашего вязания. Глазки можете оформить на свое усмотрение. У меня есть мастер-класс по круглым вязаным глазам, которые могут подойти ему, по нарисованным глазам. Также глаза можно вышить. И я предлагаю несколько вариантов крепления волос и одежду для этого малыша. Смотрите следующее видео и до новых встреч!